Добрый день, меня зовут Ольга. Сегодня я рисую бородача и немного расскажу о том о сём. Для начала хочу сказать, что быстрые этюды очень полезны для обучения, потому что позволяют в короткий срок нарисовать больше работ и, следовательно, получить больше опыта. К тому же они тренируют скорость рук и скорость соображалки, что даст вам большой плюс при устройстве на работу, а заказчики очень любят быстрых художников. Так что присоединяйтесь! Сперва я набираю массу основными пятнами, сразу показываю контраст по теплоте и обрисовываю основные черты лица. Все делаю крупной кистью, чтобы не вдаваться в ненужные подробности, которые на раннем этапе работы будут только мешать восприятию формы и пропорций. Во время рисования старайтесь почаще прищуриваться и сравнивать тон и цвет вашей работы и натуры. Прищуривание позволяет сгладить резкость мелких деталей и взглянуть на объект в более обобщенных чертах. Особое внимание уделяйте тону. В тоне заключается большая часть информации и, следовательно, выразительности. Поэтому многие старые мастера сперва делали монохромный подмалевок и только затем писали в цвете. Работа будет выглядеть вполне убедительно, даже если неправильно передать все цвета в работе, но правильно показать тон. Для иллюстрации возьмем фотографию. В черно-белом виде все прекрасно читается, за счет тона мы видим форму объекта, плановость и освещенность. В монотонном варианте видно только цветовые пятна, форма же пропала совсем. Без тона очень трудно разобрать, что происходит в работе. А мы должны заинтересовывать зрителя сразу, а не заставлять вглядываться в недоумение. Так что во время работы всегда проверяйте свой тон. И это сделать намного проще, если вы работаете в цифровой живописи, ведь во многих программах для проверки тона есть удобные инструменты. Форму бывает трудно понять и правильно передать на ней светотень, поэтому рекомендуется визуально упрощать форму до самых базовых фигур – шар, цилиндр или куб, к примеру. Таким способом удобно рисовать волосы и бороду. Сперва представляем всю массу в виде простой геометрической фигуры. Рисуем на ней светотень. Далее разбиваем, усложняем, делим эту крупную массу на более мелкие простые формы и также показываем на них объем. Удобно представлять сложные объекты в виде обрубовки. Детализацию на волосах лучше вводить без фанатизма. Большую часть волосяной массы оставлять обобщенной, давая детали лишь на границе света и тени и в местах, которые наиболее близки к центру интереса. Похожий эффект можно наблюдать на фотографии Луны. В области терминатора все детали обозначены особенно контрастно. По тому же принципу можно рисовать и волосы. Тень обобщить, свет пятнами, а границу светотени более детально. Не бойтесь вносить исправления в процессе работы. Глаз у нас не идеальный, так что всегда приходится что-то править, когда мы обнаруживаем ошибку. Благо, в цифровом рисовании проблемы с перерисовкой сводятся к минимуму.
Дорабатываю силуэты и детали. Можно было бы еще поработать над бородой и волосами, но час уже истекает и нужно заканчивать. Благодарю за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Хорошего рисования. Пока-пока.